Добрый день, дорогие друзья! Продолжаем цикл фильмов, посвященный идеальной покраске, а в частности поговорим об инструменте для покраски. В прошлом видео мы обсудили, как должна выглядеть поверхность для того, чтобы достичь максимального эффекта при покраске потолка. Сегодня поговорим об инструменте, в частности, какая разновидность существует на сегодняшний день, из какого материала состоит валик. Мы поговорим именно о валиках и каким валиком наиболее успешно будет производить покраску потолка. Мы обсудим именно из какого материала делают валики и для чего каждый материал применяется. Во-первых, вскользь хотелось сказать о том, что существует три вида размеров. Это мини-размер. Его ширина не превышает 15 сантиметров и 1,5 сантиметра диаметр. Эти валики применяются для труднодоступных мест. Возможно, какие-то неудобные участки или небольшие участки для покраски. То есть они удобны, они маневрены, и их используют именно для таких целей. Возможно, кто-то использует даже для углов. Средний размер валиков, это валики называются миди-валики. У них рабочий цилиндр длина 150-250 и при диаметре от 5 до 9 мм. Это валики, которые используют в основном самые обиходные, как раз их и используют для покраски потолков. То есть, еще раз повторюсь, от 150 до 250 у них такая длина идет. Еще есть валики фасадные. Их ширина больше 250 при диаметре от 8 сантиметров. Они, понятно, используются для фасада, для того, чтобы быстрее покрыть поверхность, чтобы у них специальный есть внутри встроен подшипник, который увеличивает вращающую возможность валика, но при этом, конечно, из-за своего размера он является наиболее таким тяжелым. То есть нужно прилагать больше усилий, в отличие от простого валика миди. Поэтому наряду с тем, что у него встроен подшипник, он требует профессионального навыка для того, чтобы им работать. По размерам мы вкратце пробежались. Сейчас остановимся уже на тех валиках из того материала, который у нас существует на сегодняшний день. В частности, у нас есть меховой валик. Что он из себя представляет? Как его еще, точнее, из чего он состоит? Давайте начнем не с мехового, по порядку. Давайте начнем с поролонового валика. То есть поролоновый валик. Как он выглядит? Я вкратце некоторые картинки загрузил с интернета, чтобы было понятно, о чем мы говорим. То есть выглядит он таким образом. В состав поролонового валика входит, его еще называют пенополиуретан. Благодаря вспененной мелкоячеистой структуре он, конечно же, впитывает много краски, постепенно выдавая ее на поверхность. Это, конечно, повышает производительность, но требует аккуратности, потому что если мы излишне будем нажимать на валик, то будут у нас краска течь, образовываться пузырьки. Это одна из самых серьезных проблем этих как раз ячеистой поверхности поролона. Но при этом следует отметить, что впитывает он хорошо краску. То есть, если где-то не требуется идеальная покраска, а просто нужно укрыть поверхность грубыми красками, то в данном случае поролон, он является наиболее подходящим для этого.
Конечно же, идеально подойдет для краски на водной основе. Вот. Но еще раз повторюсь, с ним нужно работать очень аккуратно, поскольку при малейшем нажатии на валик сразу будет потек. То есть валик, он сразу реагирует на это. Он очень чувствительный. Также он чувствительный к органическим растворителям, разъедающим поролоновую поверхность. То есть на водной основе идеальный. Что касается растворителей, здесь нужно смотреть. То есть какой растворитель может разъедать. Вот вкратце пробежусь, как они выглядят. То есть они бывают и мини, и макси. То есть различные модификации. Состоят из поролона. То есть поролон. Следующий вид валика — это из полиамидного веревочного синтекса. Это полиамидный валик. Давайте посмотрим, как он выглядит. Хочу сказать сразу, то есть это самый такой стандартный материал. Вот сейчас дальше мы еще рассмотрим полиакрил, также поливинил. Вот, практически они не отличаются. Единственное, у полиамида, сейчас дальше посмотрим, у него более мелкая текстура, то есть более мелкая шубка. Вот, и еще полиэстер есть. То есть вот этот полиамид, то есть я про полиэстер говорю, у него более мелкая текстурка, а так вы сейчас посмотрите, то есть в принципе они как бы визуально сильно не отличаются. Но давайте посмотрим характеристику каждого из них. То есть этот валик предназначен для обработки как гладких, так и неровных шероховатых поверхностей. Вот. Он применим для также лакокрасочных материалов. Он отличается устойчивостью к агрессивным средам. То есть из-за того, что у него синтетическое идет веревочное волокно, то есть оно более устойчиво как раз к агрессивным средам. Вот. И также у него идет от 8 миллиметров до 2 миллиметров вот именно длина вот этого ворса. То есть вот где-то в таком диапазоне вот этот ворс лавируется. Вот, давайте посмотрим, как он выглядит. Вот как раз вот этот ворс. То есть максимально у него до 2 сантиметров идет. Но я так скачал, чтобы вы имели представление, о чем идет речь. То есть это такой самый обиходный валик. Его используют. Вот, и я его использую. Многие маляры используют, в частности, для покраски. Для покраски также потолков. Вот как раз речь идет о большом валике, о фасадном. Вот он имеет такую длину большую. Больше 25 сантиметров. Так, это что касается полиамидного валика. То есть из полиамидного веревочного синтекса. То есть это все синтетическая нить. Вот. Следующий вид валика — это полиакрил. Он похож на полиамид. Вот, давайте посмотрим. То есть очень часто такие валики продаются в супермаркетах, таких как Leroy Merlin, находятся на первых полках. Вот что из себя представляет этот материал – полиакрил. Он отлично впитывает и равномерно распределяет на поверхности любого типа гладкости, в том числе по малярному стеклохолсту, то есть он идеален. Вот. А расходный материал для покраски на водной основе, то есть и также агрессивные материалы, такие как растворители, то есть он хорошо переносит. По своим характеристикам, как я уже сказал, он похож на полиамид, поэтому мы в принципе их объединим как в один
в одну характеристику. Вот. И длина тоже также различна. То есть видно, практически схож материал. Вот, по впитываемости он хорош, подходит для грунтовок идеально. То есть, в частности, мы такой валик используем для грунтовки, чтобы, как говорится, не гробить хороший инструмент, хороший качественный валик. Вот этот самый дешевый такой валик. Вот, но материал, конечно, удачный в плане впитываемости. То есть он много берет в себя грунтовки. Также нужно быть аккуратным, чтобы не получилось такой же эффект, как с поролоновым. То есть когда надавливаешь, бывает течет. Поэтому нужно быть осторожным. То есть нужно в ванночке дополнительно раскатать, чтобы было все аккуратно. Это что касается полиакрилового валика. Далее, следующий валик у нас идет полиэстер. То есть вот эта разновидность немного отличается. Давайте посмотрим, как это визуально выглядит. Также я скачал несколько фотографий. Вот выглядит он таким образом. Вот здесь не совсем понятно. Вот, видно более мелкая текстура. То есть больше уже похож. Полиэстер еще называют искусственный мех. Вот. То есть есть натуральный мех, как мы дальше посмотрим. А это искусственный. То есть он более мелко, у него идет волокна. Вот. Один из самых дешевых материалов. Он используется для производства шубок. Дешевизна объясняется хрупкостью и слеживанием синтетического волокна. То есть это волокно, оно имеет повышенную, то есть быстро слеживается. Возможно, даже если валик не высушишь, положишь где-нибудь, вот, он потом в этом месте, если высохнет, то потом может образоваться такая полоска слеженности, на которой она лежала на месте. Поэтому нужно, если валики, когда сушишь, подвешивать обязательно, чтобы они сохли, не прикасаясь ни к какой поверхности. Но это такое уже дополнение, как говорится. Вот, то есть этот валик, материал очень дешевый, вот, но при этом он очень прихотливый. То есть валик такой нужно беречь в плане слеживания, как я уже сказал. Вот, и используется как для дисперсионных, так и акриловых красках. Вот, а также применяется для фасада. Обладает отличными красящими свойствами наряду с шерстяными моделями. То есть вот еще раз покажу, как он выглядит. То есть этот валик может быть поуспешнее в каком отношении, что у него более мелкая текстура. Вот, но в то же время он иногда выглядит более безобразно, как здесь видно. То есть фактура может получиться более грубой, если им красить. Потому что, как я еще раз повторяюсь, у него мех слеживается. А если он слеживается, то, соответственно, он неравномерно может наносить уже саму краску. Еще поговорю вот о таких именно валиках. То есть у таких валиков есть большой недостаток. Как раз они продаются вот в супермаркетах. Очень дешевый и по стоимости, его практически все берут. И иногда используют для покраски. Вот. Но не рекомендую его использовать по одной простой причине. У него, несмотря на то, что подрезаны здесь вот на этом валике удачно уголки, вот, у него есть шов. Вот у такого валика есть шов, то есть шубка сшита, и шов грубоватый. Грубоватый, когда красишь, он повторяется на поверхности. Но это я немного отвлекусь, просто по факту, вот, как говорится, увидел валик и рассказал о нем. Вот, дальше. Вот еще вид полиэстера. Здесь более мелко, уже почти как мех выглядит. Вот, здесь более удачная. Немного наперед забегу. Здесь наклеен с помощью термодиффузии мех синтетический на тубу. То есть пластиковая туба, на нее клеится термически уже ворса.
То есть это идеальный вариант валика. В каком отношении? В том отношении, что нету шубки, которая одевается. То есть он одно целое вместе с тубой. То есть такое напыление, и оно равномерное. То есть это большой плюс. Так, ну это я наперед забежал. То есть мы сейчас рассматриваем материал. То есть вот видно он как искусственный мех выглядит. И по характеристикам, то есть он, в принципе, хороший материал. И его используют для профессиональной покраски потолка. Забегу наперед. Вот. Это что касается полиэстера. Следующий вид, который мы рассмотрим. Так, секундочку. Да, следующий вид это идет у нас велюровый валик. Сейчас посмотрим, где он здесь у нас. Вот велюровый валик. Что он из себя представляет? Велюровый валик, то есть в основном его какие характеристики? Он представляет собой некий синтез. Так, нет, извините, это не то. То есть у него более мелкая ворса идет. Вот. И то есть он для чего применяется? Он применяется для гладких поверхностей, где нужно достичь максимального результата. То есть так как у него маленькая ворса, и в основном она в пределах, то есть она не очень длинная, вот как вы можете видеть практически на всех валиках. То есть она очень маленькая. Вот. То есть где нужно достичь более ровной покраски или какие-то деликатные места, где нужно аккуратную произвести покраску, чтобы покраска была гладкой, не шершавой. То есть используют именно велюровый валик. Вот. Но могу сказать, что этот валик специфический, то есть им надо уметь работать и требует более профессионального навыка, так как краски берет, впитывает в себя мало, соответственно больше нужно макать в краску и нужно вот этот вот рубеж покраски всегда улавливать, то есть когда подсыхает краска и когда нужно стыковать ее со следующей. То есть более искусного подхода требует, более профессионального навыка. И таким валиком работать более, соответственно, сложно. Вот. Но он идеален для окончательного этапа покраски и раскатывания финишного слоя. То есть это факт. То есть более гладкая покраска получается, но, соответственно, более профессиональный навык требуется. Это что касается велюрового валика. Вот. Еще у нас есть валик. Это флакированный. Что это такое? Честно говоря, это новинка. Ну, как новинка. То есть этот валик, который редко используют, но он есть. Ему имеет место быть. Вот что это такое? Давайте вообще слово флакирование разберем. То есть это напыление. Вот, возможно, кто-то сталкивался с этим. Сейчас даже машины покрывают таким методом флакирования. То есть это как типа как бархат такой вот сверху, напыление. Также шкатулки для ювелирных украшений. То есть это такой же метод покрывания вот этой искусственного напыления. Вот, только покрывают сам валик. Сам валик покрывает. Выглядит он вот таким образом. То есть вот если увидеть, на каждой веревочке имеется напыление такое дополнительное. То есть он наиболее пушистый. Вот. В принципе, хороший валик. Вот видно, у него такая более мелкая текстура. По функциональным характеристикам он представляет собой некий синтез поролонового валика и валика с коротким ворсой. Вот. Как еще раз повторюсь, то есть он в принципе неплох и прочный, водостойкий, экологически чистый. Вот. Применяется в основном для водных красок и для водных лаков. Вот.
но будет испорчен, если то есть такими как водоэмульсионными красками он будет испорчен. Вот, как правило, применяется для достаточно гладких или какой-то малой площади поверхности. То есть, я же еще раз повторюсь, такой не до конца изученный специфический валик. Вот так вот он выглядит. То есть, грубо говоря, поролон, клей и вот этот вот флок как раз. Флокирование само, которое происходит. То есть, наклеивается вот эта ворса. Вот. То есть, у него единственный недостаток, что вот этот клей, насколько он прочен. То есть, какой производитель, соответственно, насколько это все держится, насколько это все будет держаться на самом поролоне. Вот это что касается флокированного валика. Вот так он выглядит. Далее у нас осталось еще рассмотреть меховой валик. То есть, что он из себя представляет. Но это, возможно, все видели. То есть, сам такой распространенный валик. Также недорогой. Из чего он выполнен? Он выполнен из натуральной овчины. Или как более экзотический вариант шерсти ламы. Он пригоден для работы с любыми типами красок и для любых типов поверхностей. Но следует обратить внимание, что так как в состав входит натуральная шерсть, не рекомендуется для гашеной извести. То есть для красок из гашеной извести, потому что такая известь, она разъедает натуральный мех. Вот так вот он выглядит, то есть он более прихотливый, вот именно краски с гашеной известью. То есть на это следует обратить внимание. А так, в принципе, неплохой валик. Вот, но также, как здесь видно, имеет возможность слеживаться. Вот, из-за этого создается не совсем равномерная поверхность. На это следует обратить внимание, если вы хотите достичь максимального эффекта. И еще один вид валика. Это, точнее, разновидность валика. Это угловой валик. Честно говоря, тоже новинка, но опять же как новинка. То есть многие уже используют его. Вот. Он предназначен для труднодоступных обычному валику мест, каких-то вогнутых углов, каких-то ниш. Вот. Ну и обычное колесико и рукоятка. И под углом, под удобным расположен маленький валик. То есть различные модификации. Видно здесь и треугольная форма. Вот. Но принцип один. То есть он исключительно идет для углов. Это что касается углового валика. Так, это что касается разновидностей валиков, мы с вами рассмотрели. То есть теперь давайте поговорим о том инструменте, о той фирме, с которой я работал. То есть проверенные валики, которые зарекомендовали себя и которыми пользуются многие специалисты. Я не буду говорить о многих фирмах, и их на самом деле много. Я знаю, у нас в Волгограде зарекомендовала себя еще такая фирма, как Варяг. Тоже используют валики такой же специфики и такой же технологии, как вот я сейчас покажу, это Анза. Просто этой фирмой мы давно работаем. Вот, она, конечно, подороже немного идет, чем Варяг. Но давайте я с помощью этой фирмы покажу, насколько успешны это валики. Именно в таком исполнении, как это у них. То есть выглядит вот таким образом. Вот, также имеются мини-валики. Обратите внимание, что они также состоят из таких материалов, как полиамид, полиэстер, поливинил. То есть у них скошенные края идут. Вот это принципиально важно, потому что
очень часто, когда мы раскатываем валики ванночки, у нас с концов остается много краски. И эта краска, если валик не исполнен вот таким образом наискосок, то есть она просто чертит на конце, оставляя из капелек краски следы. Вот. И обратите внимание, что практически все валики имеют такой скос. Вот здесь более мелкое исполнение, то есть здесь, видать, из полиэстера состоит. Вот. Также имеются валики MIDI. У них специальная продается такой бугель. Вот. Как дальше сейчас покажу, как он одевается. То есть на какой сам валик они одеваются. То есть вот на такая туба, как я уже показывал ранее. С помощью термодиффузии клеится ворса, которая также состоит из полиамида, полиэстера. То есть уже какую вам поверхность нужно достичь. Вот. Каждый мастер знает, какой валик более успешный. Также этой фирмы много существует разновидностей. Я еще раз покажу, какие они бывают. Соответственно, и длина ворсы больше. Вот. И сами производители этой фирмы говорят, что этот валик для покраски стен, например, это для покраски потолка идет. Вот, соответственно, разная длина, ширина. Вот. Но один принцип у них хороший, это то, что, еще раз повторюсь, у них нету шва. Для того, то есть у них шубка несъемная, то есть она клеится на пластиковую тубу с помощью термодиффузии. Вот. Это большой плюс, в отличие от всех других валиков, которые очень много в магазинах. Вот именно вот такая методика. И, соответственно, удобно снимается. Сейчас еще раз покажу эту тубу. Вот с такой тубы снимается она. Вот, соответственно, промывается очень быстро. То есть нету такого, что за шубку заливается краска. Очень часто бывает, когда начинаешь мыть валик. То есть так как ты шубку не можешь снять, то под ней затекает краска. И, соответственно, ты когда смываешь, не до конца, например, если промыл, то следующую, когда красишь уже другим цветом поверхность, то бывает, что вытекает она. Вот. И нету отверстия узкого, как обычно, когда одевается бугель в обычных валиках, то оттуда бывает еще вытекает ржавая уже вода, вместе с краской перемешивается. Это такой большой недостаток. Здесь промывается полностью все нутро, как говорится, и таким образом избегается какое-то смешивание ржавчины или предыдущих красок уже с основной краской. Вот так вот они выглядят. Выполнены аккуратно. Ну, соответственно, и цена у них порядком выше. Вот и микрофибра есть в таком же исполнении, также с помощью термодиффузии. Вот полиакрил. Вот здесь, так как это мини-валик, то есть здесь вот они не делают тубу, а просто с помощью бугеля в обычном режиме. Но все равно он более успешный. Там встроен ролик, который бывает такие валики одеваешь, они не крутятся. То есть у них там не очень успешно идет подшипник встроенный. То есть начинаешь катать, а они, то есть не крутится, а просто скользит по поверхности. Вот. С таким образом этот валик более успешный, именно проверено тоже опытом, проверено временем. Вот все, что хотел сказать, в принципе, про валики, какая разновидность. У меня еще есть видео, посвященное тоже обзору валиков, какие я использовал. Вот я оставлю ссылочку в описании. Если кому-то интересно, можете более подробно этот вопрос потом еще рассмотреть. Я оставлю в описании ссылочки на плейлисты. Вот. Так что используйте валики по назначению.
Вот, их очень много, и часто люди теряются. Теряются в том, что какое где применять. Пишите комментарии свое, какое-то наблюдение, если или что-то я, например, не досказал. Буду рад выслушать ваше мнение. Кто не подписывался, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если видео понравилось. До новых встреч!